В сегодняшнем расследовании я хотела бы рассмотреть такое понятие, как мантра Ом. Считается, что мантры по своей природе имеют божественное происхождение. Известные нам мантры были услышаны просветленными йогами, как считается, в процессе медитации. И они исходящие из более высокого уровня сознания, чем обычно человеческое. Поэтому мантра способна переносить, как считается, сознание ее повторяет на тот уровень бытия, из которого она пришла. Звуки, из которых состоят мантры, обладают способностью оказывать психологическое влияние на человеческий организм, сознание, очищать его и наполнять энергией. Величайшей из всех мантр является слог Ом. Он содержит в себе все прочие мантры, считается сакральным звуком, появившимся при творении и возникновении Вселенной и при ее разрушении. В индуизме принято считать, что именно в этой вибрации началось мироздание, а в буддизме служит ключом к медитативному состоянию, ведущему к просветлению, способна очистить пространство, избавить от депрессии, помочь достичь гармонии. Вот хотелось бы посмотреть, как на Мгм. самом деле она воздействует на пространство наше общее и на самого человека, на его эфирное тело, на физическое тело, а также сравнить обычный звук Ом и с таким понятием, как логос. И Мгм. посмотреть, в чем отличие и что все-таки во благо человеку и как бы всему живому. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. И что тебе придет, что ты увидишь, когда я скажу мантра Ом? Что-то идет. Сфера идет, уходит в сторону. Сейчас нужно найти вибрацию и посмотреть, где оно началось. Да, давай найдем начало вибрации слова Ом. Считывается, что я вижу вот так какое-то пространство, но в центре на ментальной карте. Оно какое-то вот такое вот. Когда ты говоришь «ом», когда я подумала, как оно создалось, оно пошло вот так черной полосой в сектор магии. И там вижу какая-то вершина горы, считывается как монахи, ну типа Шаолинь, вот Мгм. это. А от них идет подключка в сектор интерферента. А Я кто? слышу, что мантра злости, мантра зла, мантра разрушения. Мгм. Кто ее хозяин? Кто ее создатель? На самом тонком уровне, то есть на физическом уровне, я слышу, что эти, ну и так и слышу Шаолинь, подхватили, Мгм. вот, а, Уровне. Кто ее хозяин? Кто ее создатель? я вижу, как в секторе интерферентов черные фигуры говорят, мы покажем им свет. И вот так как что что-то помешали, такие энергии, как как шар сияющий. И потом вот так поднимают вверх. А эти фигуры, я вижу, что такие слышу демоны, это как ангелы черные с отрубленными крыльями. Мгм. Вот. Какова их цель? То, что они передают этим монахам Шаолиня эту мантру. Ну, они говорят, ну, так и считывается, что они дадут свет преисподней. Вижу, что эта энергия, она действительно в какой-то мере имеет шар такой светится, он устремляется к Первотворцу, и к нему тянется такой, как два такие от этого звука,
от этой мантры тянутся две подключки. Одна такая, как будто бы вот так на руке ее пропихивают вверх по направлению к Первотворцу, а другая идет такой волной черной и тоже уходит как провод в сектор интерферентов. Мгм. Кто там находится в секторе интерферентов? Я приказываю проявиться. Там находится пространство, во-первых, там эти монахи, и они ушли от реальности. Там целый такой пласт информационный, на котором это все держится. Это реальные люди, которые когда-то ушли в горы, и они там просветлялись. Ну, это такое впечатление, вот как в колбе, да? М. То есть на тот уровень, ну, у них не было доступа к высшей материи жизни, и они вот так как бы искали лучшее среди худшего, среди того, что было. Мгм. Вот. А вторая И да. вижу, что это прямо такой пласт, он похож вообще на имплант женских грудей, которые вставляют женщины. Вот это точно копия, как вот этот имплант, желеобразное такое. Мгм. Оно считывается, ну вот так прямо идет аналогия, как кормилец, кормилица. Вот. А кого кормит? Кого Ну, кормят? естественно, вижу, что внутри тут эти подключки черные, и демонов кормят. Это мантра, как бы, ну, убежать от реальности, способствует уйти от реальности. Мгм. И я когда подумала, а как же насчет соединиться с Первотворцом, здесь идет вот так четкое разделение, как при магическом воздействии от сектора Первотворца, от сектора принятия решения к магии. И вот так считывается, вот так как удар идет от, не удар, а такое, как отталкивается от света Первотворца, считывается вот эта черная энергия удалить от жизни. То есть это неправильно, это не по конам Вселенной, это противоречит конам жизни, и главная настройка здесь – это смерть. Вот это круговорот, и вижу вот этого змея, который сам себя поедает за хвост. М. Это противоречит самому устройству Вселенной, потому что Вселенная движется вверх, вот такие движения, и она расцветает. То есть у нее нет кругового движения, а она постоянно развивается и поднимается вверх. То Мгм. есть движение только вперед. А здесь, как вот этот, слышу, а, какой-то барабор, ну, вот этот змей, который поедает сам себя. Да. Я слышу зацикленность времени, манипуляция с временем. А какая манипуляция? Устойчивая диффузия. Устойчивая диффузия с антимиром. Мгм. То есть диффузия – это как смешение. Также здесь считывается парадокс, катаклизм. Да. То есть здесь идет концентрация энергии, концентрация внимания на убытки потенциала и на смерти Вселенной.
Фактически смерть Вселенной есть только у источника зла. То есть антивселенная запрограммирована на смерть и на уничтожение как дефективное творение, которое не работает во благо. Мгм. Священная Вселенная, наоборот, не имеет этого конца, не имеет зацикленности. И ну вот все. Вот такое значение этого ома. Да, замечательное значение. Виктория, отсоединись от этого и найди в Да. пространстве среднестатистического человека, который, ну, регулярно практикует вот это пение этого ом. Мгм. Просто как эта практика действует на него в эфирном пространстве. Что происходит? В эфирном пространстве вижу, как у этого человека до поясницы появляется такой черный стержень, и он вот так начинает крутиться, и вот так вот кланяется, крутится, кланяется, и какие-то движения странные. И вижу, как у него из сердечной чакры его вот так сгибает, утекает энергия Мгм. вот в этот эгрегор, который называется Шаолинь. Мгм. Шаолинь — это, да, это медитации, это эгрегор. М, Я слышу фантастический эгрегор, то есть фантазийный. Он связан с воображением, иллюзиями, оторванностью от реальности. Слышу направленность, уход в антимир. Вот вся направленность идет четко в антимир. М. Слышу питать, питать злодеев. То есть эти энергии, эта мантра настроена на то, чтобы подчинять людей вот каким-то иллюзиям антимировским. Слышу упрощать мышление, быть готовыми к подчинению. Да. Передай этому человеку информацию о том, ну, что реально происходит при его практике. Может, он Он захочет. говорит, что он не может принять информацию. Вижу, что везде стоят блокировки, а, э, такие иллюзии считываются. Вот из сердечной чакры он согнутый в эфирном пространстве. Вот так как есть люди такие, которые вот так согнуты сильно. Он так согнутый. Вокруг его энергосфера не покрывает все тело его. И такие, как отбивающие зеркала стоят. Считываются иллюзии. Мгм. То есть этот человек поломал свою психику, и он восприимчив к лжи. И таким образом он противится принятию истинной информации. Понятно. Виктория, а посмотри, как на физике, что происходит на физическом плане, когда человек тоже практикует регулярно эту мантру Ом. Что происходит с его телом физически? Что ты имеешь в виду? Ну, по поводу там болезней, что-то оно притягивается, той же онкология, еще что-то. Или, или что-то с психикой становится с человеком. Какая-то болезненность увеличивается. Или такого нету. Он просто расслабляется и получает удовольствие от своих действий. Как-то вопрос не так поставлен. Что-то я не знаю куда. Вот так тык-мык, вот так вот, знаешь?
Давай, как мантра Ом воздействует на физическое тело человека, который ее практикует? Но я вижу, что этот человек как будто бы снял из себя кожу, расстелил ее вот так. Слышу потеря чувственности, восприятия мира, реального мира. Я вижу, что все направлено на то, чтобы откачивать энергию для поддержания этого эгрегора, который звучит, считывается как Шаолинь, Мгм. который служит интересам темных. Да. Как эта многочисленная практика Ом на нашей планете влияет на наше общее пространство? Я вижу, что негативно. Вот снова идет вот это удаляет от жизни. И снова эта полоса такая появилась, то есть четко решение людей, а, принимающих эту практику, способствует ухода от реальности, отрыв от реальности. Я слышу забвение. Мгм. И вот эти такие идут черные волны, которые идут с одной стороны, э, ну, слышу насилие, человек сам добровольно принимает это решение это делать. Я вот знак этот увидела. Вот Мгм. это такой закрученный, да? Это М. он? Мгм. Как будто, ну, такой, как или что-то вот такое. Он находится в секторе магии по отношению к этому объекту Ом, да? Мгм. Этот объект Ом фактически как кормилица этого эгрегора Шаолинь, который используется для того, чтобы питать этих демонов обескрыленных Мгм. в их попытках вот прорваться в будущее. Так и звучит. Мгм. То есть они направляют внимание человека на смерть, снова слышу убыток, для того, чтобы освободить это движение вперед и самим занять то место, которое должны занимать эти люди. Что мы можем сейчас сделать, чтобы попрепятствовать этому плану? Но мы делаем, мы разоблачаем, то есть мы говорим правду, как оно есть на самом деле, а каждый потом уже сам себе выбирает, потому что а, это как магазин. Наш мир как большой супермаркет, предлагает все подряд. Но каждый выбирает то, чем наполнена его внутренняя душа, да, его Мгм. желание. Кто стремится к жизни, тот выберет истину и жизнь. Кто стремится к смерти и к забвению, тот выберет себе это. То есть, ну, как бы в мире пока еще работает этот Мгм. механизм выбора. Да. Вот мы это обличаем, оставляем в открытом доступе в эфирном пространстве, Да. чтобы те, кто хочет и готов как бы воспринять эту информацию, чтобы он ее мог считывать и Мгм. принимать по своему желанию. Хорошо, отсоединись, Виктория, от этого, поднимайся сами вверх. Да. А теперь что ты увидишь, что тебе придет, когда я скажу логос? Так. Меня увлекает вверх, 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 очень в сторону Первотворца. М, И там я буквально как бы нашла, вошла в такое сияющее пространство, которое постоянно светлеет. То есть свет глубже и глубже, светлее и светлее. мгм.
Что ты Это видишь? Мгм. вижу, я как будто бы взяла вот что-то сияющее вот так на руку. Считывается это как основа материи. Мгм. Мгм. Вот она. Вот сияющая такая. Оно как живой такой мурлыкающий котенок. Такая энергия. Очень интересно. М. А, Так, логос. Вижу, что от этой энергии внутри в разные стороны очень сильные потоки бьют, как Мгм. лучи Мгм. энергетические. Считывается связь. Эти потоки считываются как связь. Они очень молниеносно так, то есть очень большая скорость там, связь Связь с чем, Виктория? с объектом внимания. Вот это слышу. Позови и откликнется. Это вот это морфогенетическое пространство. Как ученые говорят, вот я его вижу, что все наше пространство, оно живое, морфогенетическое. То есть наше пространство откликается на наши мысли и на наши слова. И вот и слышу запрос-ответ, запрос-ответ. Это логос. Также считывается формирование будущего здесь. Коническая субстанция. Что это такое? Что это такое? Вулканическая субстанция. Я вижу, что оно вот так как будто бы отделяются такие же частицы, как оно. И вот так раз и посадили в другое пространство. Вот так как лучики с этими, как будто рассыпалась эта центральная часть на множество других. Мгм. И ш Я слышу геометрия жизни. Мгм. И оно просто как будто бы, знаешь, вставилось вот в какое-то свое место. Считывается как геометрия жизни. По-украински слышу кони добробуту, Мгм. кони благополучия, скажем так. Ну, не передать это этим М. по-русски, как М. добробут, это по-другому, более широкое, обширное понимание. Это быт, скажем так, по конам добра. И что происходит, когда оно рассыпается, вставляется все по своим местам? Оно повторяет. Я слышу коны жизни, рассвет, запрос-отклик, М. ответ. То есть оно как, слышу, гармонизация, гармонизирует пространство, так как свойство эфира гармонизировать все вокруг до стандарта, до определенного стандарта. И этим стандартом есть коны жизни, истины, благополучия. Да уж, класс. Виктория, а как человек может себе во благо использовать логос? Я слышу задавать правильные ответы, задавать правильные вопросы для получения ответов, взаимодействовать. Вот, взаимодействие с логосом. А как это правильно делать? Как правильно задавать вопросы? Я слышу, чтобы жить. Это к кому Вопрос, человек должен, да, обращать свои вопросы? но я вижу, что человек, вот у него вот это светится, у него вот здесь центр логоса.
Мгм. И он обращается вот своими глазами, вот как будто бы сюда, Мгм. вот так буквально вот так смотрит. А, а считывается, что он смотрит на Первотворца. То есть вижу, что человеческое сознание вмещает в себе знание о всей Вселенной, таким образом может спроектировать, фактически проектирует всю Вселенную внутри себя. Мгм. И общаясь с собой напрямую, человек общается с Первотворцом, с Логосом. То есть Логос это как, я слышу, пространство достижения цели. Мгм. То есть достигнуть своей цели можно только, буквально я вижу, как идти по дорожке. По- То есть делать так, как оно устроено, а не так, как кто-то придумал. Вот, если сравнить с этим ом, то ом– это придуманная практика, которая оторвана от реальности, не несет никакого смысла. То есть это погружение в те негативные программы, которые есть в пространстве каждого человека и которые энергетически связаны с источником глобального зла, который всю планету превратил в огромную тюрьму, наплодил множество эзотерических сект, религий и прочего заблуждения. А здесь все очень ясно и просто. То есть здесь осмысленность Мгм. во всем нужна. То есть задаешь вопрос, и естественно, это я вижу, что это идет еще от настройки своего, ну, самого человека, как он настроен. Если он настроен услышать истину, то есть внутренне, если он готов слышать истину, то он начинает развиваться. Вижу, буквально идет по дорожке вверх, и за ним увлекается другие люди. Мгм. А, а вот этот он как будто бы расписано все очень хорошо, но вижу, что там эта концентрация на себя, на смерть, и концентрация на главное желание антимира– это уничтожить священный мир, уничтожить коны, устои Всесвіту для того, чтобы распространить власти дьявола. И в этой, ну вот так я вижу. Да. До сеанса, до погружения, ну, я была лучшего мнения об этой практике, скажем так. Да. Теперь мы истинную информацию об этой практике распространяем в эфирном пространстве для Да. желающих. А, А логос, когда вот я обратила внимание вот туда, я слышу начало. мгм. Да. Все внутри человека, да? Внутри человека есть и зло, и добро. И на что человек обращает внимание, что его истинные желания, то есть всем управляют желания, хотелки. Если человек хочет добра для себя, ну, как бы, он должен это осознать. Он Мгм. тогда начинает видеть эту ложь, насилие в самом себе и начинает это убирать. А если человек хочет заблуждаться, ну, все же по воле человека дано, то он найдет себе методы заблуждения. Мгм. Да. Хорошо. Благодарю, Виктория. Мгм. Поднимайся в самый верх, отсоединяйся от всех и от всего, Да. проверяй свое пространство, убирай все чужеродное, закрывай все порталы. Мгм. Так, и наполняемся энергией жизни, любви, гармонии, радости, достатка, молодости, здоровья. Так, Мгм. я посчитаю от 1 до 3. Ты вернешься в физическую реальность, в которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3.